Вот. Но сегодня с вами хотела поговорить на тоже очень интересную тему. Чем же отличаются долгожители, почему они долго живут? Ну, долгожителями мы считаем тех людей, которым 90 и плюс лет. Да, и я прочитала много про них, всякие исследования, и конкретно, когда они сами про себя говорят, как они живут. Это не только, значит, почему-то в моем представлении всегда было долгожители, так те, кто где-то там, знаете, в горах, свежий воздух там и все остальное. Ну, не обязательно. Есть долгожители и в городах тоже, хотя это тяжелее по определенным причинам. Вот, и основное, что мы же не просто хотим дожить до 90 лет, да, мы хотим сохранить слух, зрение, какое-то спокойствие психологическое, да, не просто так. Ну и главное избежать вот этих основных болезней современности, это инсульт, инфаркт и всякие опухоли. Если смотреть согласно Всемирной организации здравоохранения, их статистике, то 60% людей умирают от инсульта, инфаркта, а 30% от разных опухолей. То есть от 90% получается смертей, ну, имеется в виду раньше срока, которые не доживают до 90 плюс лет, это вот от этих болезней. И нам надо подумать, как же нам прежде всего как бы обезопасить себя, да, и сделать для себя такое существование, чтобы нам эти болезни не грозили. Вот. И что же для этого надо? Вот. Я выбрала сделала такую подборку, 6 основных привычек долгожителей, и мне кажется, что они и нам всем присущи в большей или меньшей степени, надо просто на них больше внимания им уделять и как-то не только внимание, а время этому уделять. Они все доступны, и они полностью соответствуют, мне кажется, и со здравым смыслом, и с принципами ГНМ. В общем, поехали, да. Первое, это, в общем, они все 6 важны. Это не то, что первое, значит, самое важное. Я даже не знала, в каком порядке их расположить, но вот как расположила, как интуитивно, как я чувствую, но они все важны. Так, первое – это уверенность в себе. Вот. И это значит, что все, что мы делаем с ответственностью. Мы делаем то, что нам нравится. Мы делаем это как по собственному выбору. И мы ни на кого там не ругаемся, не злимся, в том числе и на себя. Это то, что мы с вами часто говорим: да, я молодец. То есть всегда быть довольным собой, не обесценивать себя, не критиковать себя. А вот, и все, что мы делаем с таким энтузиазмом и с желанием похвалить себя в конце, что я молодец. И это реально очень такое легкое средство, которое помогает нам как бы предохраниться от инсульта и от инфаркта. Это уверенность в себе. Второе – это благодарность и завершение циклов. То есть мы всегда живем, и у нас очень много незакрытых каких-то циклов. Кому-то мы должны перезвонить, какое-то дело мы должны доделать, что-то там мы еще должны проконтролировать и не проконтролировали, ну и так далее. И вот старайтесь хотя бы вечером. Почему классно, опять-таки, писать планы? Поэтому те, кто с нами сегодня пишет планы, мы это все знаем, да? Чтобы в планы писать для чего? У него много есть как бы структурных моментов, для чего писать план. Ну, в плане здоровья нам нужны планы для того, чтобы понять, что мы уже сделали, что не сделали. Чтобы мы четко, посмотрев на свои планы, поняли, что вот этот цикл я закрыл, вот этот цикл закрыл, вот здесь я уже завершение, можно там галочку поставить, да, и так далее. И это очень важно для того, чтобы освобождать свой мозг от ментального напряжения. Потому что чем больше у нас незавершенных циклов, тем больше у нас мозг напрягается. И даже если вы не можете какие-то циклы завершить в моменте, то надо хотя бы их выписать на бумагу, да, чтобы мы это не держали в голове, там, когда сходить к парикмахеру даже, когда там позвонить кому-то, когда какое-то дело там еще делать, что-то купить. Можно выписывать на бумагу, но это есть планирование для того, чтобы освободить голову. Но желательно, конечно, каждый вечер особенно, подводя итоги дня, уделить этому буквально 2-3 минуты, это же не надо много. Похвалить себя за то, что я сделал, то, что я не сделал, перенести там на следующий день, вот через осознание. Вот. Ну и также это туда же включается благодарность. И потом мы включаем благодарность. Прожил день, благодарность Богу, да, себе, что там Вселенной, кому вы хотите благодарность. Благодарность близким, родным, что они все живы, здоровы. Благодарность партнерам, благодарность себе, что ты планы это написал. В общем, благодарить. Благодарить – это тоже такое очень классное
способность, которая позволяет нам эти циклы даже закрывать, ну, как бы автоматически, даже если мы их не прописали, ничего не сделали, но если мы кого-то благодарим, мы уже как бы ставим определенный, как бы, ну, завершаем, как бы. И это, конечно же, вот этот момент завершения циклов благодарности, она снижает уровень стресса, вот, а значит, опять-таки, защищает наше сердце и сосуды, вот, предохраняет нас от ранних инсультов и инфарктов. Следующий пункт – это быстрый выход из стресса. То есть все мы знаем, что мы не можем прожить жизнь и не попасть ни в какие стрессовые ситуации, потому что, ну, уроки жизни мы должны проходить, и уроки жизни заключаются в том, чтобы мы каким-то образом их решали, выходили из этих уроков. Вот, соответственно, они будут, как бы мы чего не изучали, да, как бы мы ни духовно не развивались, как бы мы не хотели там по ГНМ как-то себя спокойно вести, такого не бывает. Все равно в какой-то определенный момент времени у нас придет неожиданное драматичное событие, да, которое нас включит. Вот, и для того, чтобы ну, то есть опасен не сам стресс, и тоже те, кто изучает ГНМ, мы знаем, что любой единоразовый прогон программы, он вообще практически, ну, тело-то включается, но оно будет быстро, ну, там где-то что-то подергалось, где-то там чуть-чуть покололо, чуть-чуть там температура на день поднялась, и все, оно выздоравливает тело быстро, и мы даже иногда не замечаем, что мы, ну, в стрессах часто. Вот. А опасна именно хроника. И вот эта хроника говорит о том, что мы не выходим быстро из стресса. Вот. Поэтому если вы чувствуете, что вы попали, у вас какие-то принудительное мышление началось, похолодели руки-ноги, да, вы уже хотите срочно ну, что-то бежать делать, вот делайте, вот сядьте, найдите хотя бы один выход из положения. Не обязательно прямо сейчас, ну, в будущем, хотя бы теоретически, да, как есть такая поговорка, даже если тебя съели, у тебя есть два выхода. Вот всегда надо своему мозг не любит тупиков, мозг не любит таких вот нахождения на растяжке, когда я не знаю, что выбрать. Обязательно надо дать своему мозгу какое-то решение, хотя бы одно решение выхода. Это уже будет достаточно хорошим таким показателем, что мы закончим, ну, как бы стресс очень быстро. Вот. Ну, и это же, а если у вас еще план будет по выходу из этого стресса, такой конкретный, прописанный, то это вообще тогда все будет намного быстрее завершаться. Это важно для того, чтобы оставаться здоровым. Опять это снижаем драматичность, и тогда любые, если даже какие-то опухоли процессы у нас начинают где-то там что-то расти, да, вот, то они быстро завершаются, и микробактерии их съедают, и мы даже опять-таки не замечаем, что у нас там что-то выросло, и если мы в это время не сходили к врачу, не сделали УЗИ, вот, и потом что-то сразу уменьшилось. То есть быстрый выход. Следующее – это физические упражнения. Физические упражнения особенно важны для опорно-двигательного аппарата, и они, понимаете, как вот я тоже наблюдаю за людьми, чем больше вот я консультирую, насколько наше тело физиологично. То есть если мы какие-то мышцы не нагружаем, вот представьте себе человека, который лежачий, допустим, да, ну что-то с ним случилось, он в больнице, он лежит, у него же пролежни образуются, но очень быстро, вот когда человек без движения лежит, правильно? То есть наше тело не приспособлено лежать, делать неподвижно, но также это все остальные мышцы. Если мы никогда, например, не отжимались, откуда у нас будут сильные мышцы рук? Ну и вообще опорно-двигательный аппарат, связанный с руками, там, с плечами, с кистями. Если мы никогда там не приседали, никогда ну, там, со спиной не делали никаких там упражнений, то откуда у нас там будут мышцы, откуда у нас там... Оно само по себе никуда не девается. Когда они чувствуют тело, когда чувствуют, что его не используют, оно не работает по самому назначению, эти мышцы атрофируются и, соответственно, постепенно разрушаются. И потом очень легко при любой травме и при любом стрессе, который связан будет, например, с опорно-двигательным аппаратом, получить какую-то очень такую плохую ситуацию. Вот. Поэтому обязательно физические упражнения должны быть в любом виде. Ходить много пешком хорошо. Ну как, в меру, опять-таки, только все в меру. То слишком много не надо. Ну сколько-то ходить пешком, чтобы разрабатывать ноги. Там ездить на велосипеде, плавать, танцевать. Вот, ну все. Хотя бы утренняя зарядка, даже 10-15 минут в день, просто потруситься, знаете, вот просто так попрыгать с трясочкой уже хорошо. То есть делайте, что можете. Ну вот все рекомендуют такое
если мы говорим для комплексных групп мышц, то это два таких супер упражнения. Это приседания, их не надо приседать прям низко, а хотя бы до 90 градусов между бедром и как бы и голенью, хотя бы 90 градусов, так хоть сколько-то раз в день. И отжимания, хотя бы для девочек хотя бы от стеночки или от стола, не надо от пола. То есть это, первое включает низ, да, второе включает вверх. Вот, все, мы уже будем, это 10 минут, даже можно 5 минут в день или несколько раз в день. То есть физические упражнения очень важны, потому что у нас мышцы без нагрузки, они просто атрофируются. Не только мышцы, суставы, связки, там эти все, которые, это жидкость межсуставная, она тоже засыхает, ее меньше становится. В общем, это все очень важно. Так, физические упражнения. Следующее – это вода. Вода – это, как вы знаете, мы состоим больше, чем на 50% из воды, и поэтому пить достаточное количество жидкости всем надо, потому что у нас есть лимфа, которая… Да, Леночка, правильно. У меня всегда стоит водичка тоже возле меня. То есть у нас лимфа, которая выводит токсины, она на основе вода, да, кровь, которая снабжает вообще все органы витаминами, микроэлементами, всеми питательными веществами, там, желчь, как мы тоже с вами недавно говорили, насколько это важный как бы компонент нашего тела, да, он тоже застаивается, если мало жидкости. В общем, жидкость пить в достаточном количестве, каждый решает для себя. Я не сторонник того, что надо прям 2 литра всем пить, каждый решает для себя. И слушать свое тело. Если есть, жажда, пейте столько, сколько есть потребность, не бойтесь. Многие боятся, например, пить на ночь, потому что там они отекут. Мы что знаем, что отечность совсем от другого. Вот, поэтому надо пить воду тогда, когда хочется. Вот, и последнее – это здоровый сон. Вот, здоровый сон, как минимум, от 6 до 8 часов, в среднем это где-то 7-8 часов надо спать. Причем сон должен быть непрерывный, причем сон должен быть достаточно ранний отход ко сну для того, чтобы в темноте, для того, чтобы вырабатывался мелатонин, гормон сна, который помогает правильно там потом телу расслабиться и восстанавливаться. Вот. И также, если есть такая необходимость, особенно если вы в каком-то процессе выздоровления или просто вам захотелось днем спать, но днем спать долго не рекомендуется, но хотя бы, знаете, бывает 5-10 минут даже прилечь, просто как такая классная перезагрузка, перезапуск, то тоже позволяйте себе, это не страшно, не опасно, надо просто прилечь на 5-10 минут и поспать, это всегда лучше, чем это не сделать, если хочется. Вот такие простые, но очень ценные рекомендации. Вот, и я думаю, что мы их всех знаем, мы все их плюс-минус используем. Не забывайте про них и включайте в свои планы на физическом уровне, чтобы у вас это всегда было. Используйте. И будьте здоровы, чтобы мы все долгие года еще встречались с вами в 90 и так далее плюс лет.